Павел Бахтинов и маска Бахтинова, правильно? Да. Другого способа узнать нет, кроме как спросить. Гору тоже, это я считаю, слишком. О фокусировочной маске. Расскажите, как это произошло? Чисто такая лабораторная работа была. Ну, насколько я понимаю, вы не патентовали это. Нет, я не патентовал, причем сознательно. А почему? Всем привет, друзья! Мы находимся на Астрофесте, и сейчас для меня большая честь брать интервью у, я не побоюсь этого слова, гуру российской астрофотографии Павла Бахтинова. Павел, здравствуйте. Я сразу же боюсь, прошу прощения, может быть, я неправильно ставлю ударение в фамилии. На первом слоге. Вот. Но горы тоже, это я считаю, слишком. Значит, Павел Бахтинов и маска Бахтинова, правильно? Да. Другого способа узнать нет, кроме как спросить. Но сейчас, я думаю, после этого интервью никто ошибки уже не сделает. Павел, первый вопрос вообще, как вы, он такой вопрос традиционный, но тем не менее это очень интересно, как вы пришли в астрономию, как стали увлекаться этой наукой? Ну, это, как у многих, в общем, с детства случилось. Трудно уже сейчас, конечно, в деталях вспомнить, что именно было основным там толчком. Ну, помню, например, там какие-то подзорные трубы детские, которые я посмотрел насколько запомнил, на Плеяды, и меня вот привлекло это все дело. Ну, это совсем в таком достаточно младшем возрасте. А позже это книжки. Вот, особенно повлияли книжки Шкловского, научно-популярные, «Вселенная, жизнь, разум». Вот, потом я нашел его книжку «Звезды». Вот. И, в принципе, вот как-то так. И где-то уже ближе к старшим классам захотелось понаблюдать самому, посмотреть, как это выглядит в реальности. Ну, довольно быстро я понял, что визуально, в общем-то, видно мало из того, что даже на тех примитивных фотографиях, ну, при той уровне полиграфии, который тогда был, можно было увидеть в книжках. И отсюда, как бы, логично стал путь вот к астрофотографии, чтобы как-то, значит, уже получить какие-то изображения, близкие к тому, что вот публиковались тогда на иллюстрациях. Я вот вам уже за кадром рассказывал о том, что в тот момент, когда я начинал увлекаться астрономией, я как раз в журнале «Звездочет» смотрел именно ваши фотографии, читал ваши статьи о гиперсенсибилизации пленки водородом. То есть вы были тем человеком, который как-то толкал устоявшийся сегмент астрофотографии. Ну что там можно новое придумать? Пленка, гидирование. Ну вот там какие-то придумывали изощренные методы, как повысить чувствительность этого. Расскажите немножко о том периоде, почему вы этим занимались и что такое придумывали? Ну, это опять-таки, на самом деле, это же все эти методы, они, в общем, описаны в литературе, только они были описаны применительно к профессиональному использованию. То есть гиперсенсибилизация, в том числе и водородная, она профессионалами достаточно широко использовалась. Ну вот, пленочная эпоха, ну, у них не пленочная была, а пластиночная эпоха, да. Вот, то есть в эпоху применения фотоэмульсии, да, все это описано. Мне было интересно именно вот возможность попробовать на любительском уровне, значит, вот, ну, пусть более примитивным, но эти принципы реализовать. То же самое относится к автогидированию. То есть у меня эта идея возникла, ну, где-то я прочитал изначально, что вот на там крупных телескопах используют гиды, там ставят, там, поскольку тогда не было ПЗС-матриц, вот, ставили там призму там четырехгранную, которая поток разлагала там от звезды в разные стороны, направляла там фотоэлектронные умножители, и вот делали следящую систему. Мне вот было интересно, как бы это реализовать вот на любительском уровне. Это тоже такая вот, ну, можно сказать, не со школы, но практически со студенческих там времен эта тема, она меня интересовала, и где-то в середине 90-х мне вот тоже удалось реализовать вот такой автогид.
на базе фотоэлектронного умножителя. Правда, одновременно приоритета там не получилось, потому что одновременно Борис Пустыгин примерно по этой же, ну, там есть различия, но в основном близкой к этой схеме тоже сделал автогид, опубликовал раньше в журнале «Земля-Вселенная». Вот. Но это независимые были результаты, мы ничего друг о друге не знали тогда. То есть, да, это был интерес именно вот к каким-то усовершенствованиям, принцип которых известен, то есть это не мной придумано, но тем не менее на любительском уровне сделать вот какими-то простыми там средствами, недорогими, это вот, да, всегда такой интерес и сейчас он есть, только уже к другим устройствам. А как для вас переход к цифре произошел? Это было болезненно после пленки? Или вы, как к всему новому, к этому также отнеслись с большим интересом? Значит, цифра, ну, я некоторое время еще снимал на пленку, когда уже пошли цифровые, значит, снимки. Вот. Что касается камер не научного плана, а, допустим, применение фотоаппаратов цифровых, ну, зеркальных камер, вот тогда эти результаты, первые самые результаты, они были не вполне понятны, то есть насколько это лучше, чем пленка, тем более гиперсенсибилизированная. Вот. Но, видимо, как сейчас становится ясно, причина это была просто неотработанность методики цифровой тоже. То есть первые любители, которые этим занимались, они не вполне освоили просто все методы калибровки, там, значит, борьбы с шумами и так далее. Поэтому первые результаты были не настолько сильно отличались, ну, в лучшую сторону от пленки. Я некоторое время там снимал на пленку еще. Вот тогда была пленка, ну, это вот Олег Чекалин там ее пропагандировал широко. Кодек Техпан, то есть это очень мелкозернистая и очень чувствительная при условии гиперсенсибилизации эмульсия с большой фотографической широтой, ну, то есть сейчас бы это назвали динамическим диапазоном. Вот, очень интересная пленка черно-белая, вот я ее тоже тогда осваивал, там были неплохие результаты. На цифру я перешел, то есть толчком послужила для меня лично съемка солнечного затмения 2006 года. Потому что было очевидно, что нужна цифровая камера, чтобы в каком-то автоматическом или полуавтоматическом режиме заснять фазы и заснять, самое главное, сделать композитный снимок, где был бы виден, были бы проработаны как внутренние, так и внешние части короны. Здесь пионером был в этом плане, насколько я помню, Хондарев. Пионерами были Хондарев с Юферевым, вот, которые это сделали на базе пленочной камеры. Вот. Но это несколько лет назад было, ну, за несколько лет до этого, на предыдущем затмении. Там, по-моему, 90 какого-то В журнале 99-й год, наверное, это был. Да, в журнале «Звездочет» была большая статья на эту тему. Да, вот. Я вот, ну, мне было понятно, что я не буду делать это вот на такой базе, да и, в общем-то, уже появились зеркальные камеры цифровые, достаточно доступные по цене, то есть это уже такой сегмент ширпотребовский. Вот, и вот я в 2006 году купил камеру Canon 350D. И вот съездил на затмение с ней, вот, сделал этот снимок композитный. А потом, естественно, захотелось попробовать ее в Deep Sky. И выяснилось, что, в общем-то, преимущество, конечно, огромное перед пленкой, даже лучшими образцами. Вот. И, соответственно, больше к пленке не возвращался. Цифра легче? Цифра, она предъявляет определенные требования, более высокие к оптике и механике. То есть за счет того, что качество изображения в большей степени ограничено у пленки самой пленкой, вот, там можно какие-то дефекты допустить в введении, там, значит, в каких-то аберрациях оптических. Вот, и они не будут заметны на фоне, значит, собственно, искажений, даваемых самой пленкой. Ну, потому что просто ее разрешающая способность, в общем-то, не очень высокая.
Вот, там есть всякие еще там нюансы, но не будем в них углубляться. В принципе, это писалось тогда в форумах, рассуждений вот на эти темы. Были там всякие дискуссии. Цифра легче и понятнее в реализации самого съемочного процесса, в том числе потому, что можно с одной и той же матрицы получать изображение пробных кадров и сразу видеть результат. Конечно, это помогает в фокусировке, например, очень сильно, потому что раньше, когда снимали на пленочную камеру, точные методы фокусировки, они были основаны на снятии камеры и установке какого-то другого устройства, например, там стакан с ножом Фуко. Все это, конечно, достаточно громоздко и неудобно, и достаточно потери времени вызывает на фокусировку. А когда мы имеем возможность получать с той же самой матрицы, которая точно в этой же плоскости стоит, то есть она никуда не девается, и, соответственно, мы можем получать изображение как оперативно, так и записывая уже там длительные экспозиции. Вот в этом плане, конечно, это удобно. Сама калибровка тоже, все это проще, однозначнее, линейнее. Пленка — это вообще, фотоэмульсия — это вообще очень по современным меркам крайне неудобный фотоприемник, особенно для научных целей. И сейчас вот задним числом, оглядываясь назад, даже становится странно, как же ученые ухитрялись получать калиброванные результаты, значит, с такой чудовищно нелинейной, плохо повторяемой, значит, субстанцией, как вот фотоэмульсия. А вам когда было интереснее снимать? Вот на пленку или на цифру? Или это разное, как бы, и тогда, скажем так? И тогда. Мне было интересно, да и сейчас интересен не столько сам результат съемки, как в виде фотографии объекта, сколько вот процесс усовершенствования разных компонентов сетапа для того, чтобы добиться там максимальных каких-то результатов вот, в качестве изображения. Ну, вы согласны в том, что сейчас какой-то бум астрофотографии происходит? Вот если, когда была пленка, астрофотографов было, ну, на пальцах руки можно пересчитать. Ну, я не знаю, связано ли это именно с технологией, или это связано просто с тем, что одновременно интернет, общение, оно как бы создает больше возможностей для пропаганды, что ли, вот таких увеличений. Ну вот вы заговорили уже про фокусировку, поэтому мы не можем не перейти к вашему такому изобретению о фокусировочной маске. Расскажите, как это произошло, как пришло вам в голову и как реализовывалось? Значит, ну опять-таки были прототипы определенные. Маска Хартмана? Маска Хартмана и пропагандировавшийся тогда вариант с треугольными отверстиями, повернутыми определенным образом. Вот. То есть там, в принципе, это уже дифракционного действия маска, то есть там вот эти стороны этих треугольников, они уже давали лучи, которые помогали точнее определить совмещение вот этих изображений. То есть, ну, маска Хартмана, понятно, она разлагает изображение как бы на два компонента, которые в фокусе совмещены, а вне фокуса они расходятся на расстояние тем больше, чем больше, собственно, дефокус. Вот. Но поскольку апертура каждого из отверстий меньше гораздо, общая апертура телескопа, само пятно, даваемое каждым отверстием, оно больше. Ну, по известной как бы формуле, да, обратная зависимость. 140 делить на d, там, ну, если в секунду говорить. Поэтому малые расхождения, их незаметно, они тонут в этом большом диаметре пятна, там незаметно, что действительно они точно совмещены или не точно. И первая была мысль, не моя, что вот сделать отверстия треугольными, тогда в них появляются лучи, и по расположению лучей можно уже точнее судить. Собственно, в основном тогда, ну, меня интересовал вопрос, не связанный как бы с моим основным направлением,
То есть просто мне захотелось провести эксперимент чисто из любопытства, насколько вот эта маска с треугольными отверстиями, она удобна в использовании. Речь причем шла о планетном применении. То есть когда мы пишем ролик, видеоролик, вот, на определенной там частоте кадров, у нас экспозиция ограничена, естественно, обратной величиной от частоты кадров. И я просто попробовал сделать такую маску, ну, просто вырезав ее из бумаги. И ну, сымитировал как бы условия планетной съемки с помощью видеокамеры. И выяснилось, что в принципе эти лучи при таких ну, небольших экспозициях, которые характерны для каждого кадра в планетной съемке, они плохо видны, потому что они достаточно слабые по интенсивности. И мысль развивалась просто на то, чтобы усилить интенсивность лучей. Ну, логика простая. То есть, если одна кромка дает луч определенную интенсивность, то, чтобы усилить интенсивность, нужно этих кромок параллельных сделать несколько. Отсюда вот получилась эта решетка. Вот. Ну, то есть, вот какую-то такую я модель, макет сделал из бумаги. Вот. И когда я посмотрел на результат, выяснилось, что, оказывается, там еще ряд преимуществ у этой решетки есть. Хотя, в принципе, если бы я задумался сразу, я бы, может быть, и теоретически должен был догадаться. Потому что это, по сути, дифракционная решетка получилась, только расположенная в апертуре. Так в реальности получилось на практике, именно попробовали вырезать. Да, я попробовал, посмотрел на результат, потом его сразу же объяснил, ну, для себя теоретически. И да, оказалось, что он вот удачный. Он еще как-то дорабатывался? Или вот как сразу… Ну, он дорабатывался, ну, там, по конфигурации этих областей, вот, покрытых решетками, но незначительно. На самом деле, я почти сразу угадал. Вот, но это, в общем, мог и не угадать, но тогда бы это чуть позже, там, ну, чуть позже, причем вот на протяжении дней, в принципе, можно было доработать, потому что это резалось просто ножиком из бумаги. Можно было это… Чисто такая лабораторная работа была. Вот. Ну вот потом опубликовал этот результат, и через какое-то время оказалось, что он удобен действительно на практике. То есть это, в общем, везение в какой-то степени. Но везение, основанное на том, что я об этом и раньше думал, и как бы задумывался, как вот, ну, над разными проблемами. Вот здесь вот она выстрелила. Ну, значит, вот получилось. Вы предполагали, что такой успех был, что вот во всем мире этой маской… Нет, конечно. Как же это можно предполагать? Это вот, ну, так сложилось. А как к этому отнеслись? Вы вот открываете форумы, англоязычные форумы, и везде маска Бахтина. Ну, на самом деле, несколько лет она существовала как бы на внутрироссийском, ну, внутрироссийском обсуждении на русском языке, поскольку за рубежом не читают, как правило, на русском языке, то, соответственно, они и не знали. В плане продвижения вот этой идеи на Запад помог любитель один, Денис Саква. Он, собственно, выложил на Cloudy Nights вот эту идею, ну, как бы сославшись на меня. И после этого вот она там тоже понравилась. Прошло несколько лет, на самом деле, между публикацией на русском языке и на английском. Ну, насколько я понимаю, вы не патентовали это? Нет, я не патентовал, причем сознательно. А почему? Ну, здесь два как бы соображения: практическое и, так сказать, философское. С философской точки зрения я считаю, что во многих случаях, не во всех, вот, защита авторских прав, она мешает развитию науки и техники, потому что как бы ограничивает искусственно распространение информации, знаний и так далее. И, ну, и применение тех или иных вещей. Вот. То есть это оправдано, может быть, если автор, допустим, ну, считает, что вот он… То есть это на самом деле право автора. Там, патентовать там, или разрешить бесплатно это использовать. То есть я вовсе не призываю там нарушать авторские права, я просто хочу, чтобы правильно меня поняли. То есть, ну,
вот мое право вот так вот поступить. С другой стороны, чисто практическое соображение, поскольку это, в общем, устройство очень дешевое в производстве. Но я думаю, что вряд ли здесь можно получить какие-то большие доходы на этом деле, вот, не затрачивая больших усилий по сбору, значит, этих средств. Вот. И в принципе-то, поскольку можно было предположить, что если бы я, допустим, запатентовал и стал требовать там, отчислений каких-то денежных, то кто-то бы стал нарушать это дело. Наверняка. И тогда я попадал бы в ситуацию, когда мне пришлось бы как-то это контролировать, заниматься какими-то тяжбами, что совершенно меня не привлекает, то есть вообще никак. Ну, за это, я думаю, вам просто отдельное уважение. Я хотел бы пожать вам руку. Потому что сейчас, мне кажется, это редкость, на самом деле, вот такая позиция. Чем вы сейчас занимаетесь в плане любительской астрономии? Фотографируете ли и, может быть, визуальное наблюдение проводите? Ну, визуально я систематически не наблюдаю, но когда по случаю там где-то есть какие-то возможности. Но, правда, исключая ежегодные поездки вот, в детский оздоровительный лагерь, где я выступаю как бы инструктором по наблюдениям, просто на специализированной смене астрономической. То есть, ну, это вот в Самарской области собираются дети там из разных сел, там, ну, в том числе из самого города, естественно, из Тольятти, там, Самары, и райцентров, там, где существуют кружки астрономические, детские. И вот такая вот смена проводится, и там я вот как, ну, тоже уже больше 10 лет. Собственно, маска, вот эта вот лабораторная работа, о которой мы говорили, которая привела Она там была к изобретению маски, она была там сделана, да. То есть, ну, там было свободное время, значит, можно было заниматься какими-то такими экспериментами, вот, необременительными. То есть визуально, да, ну, как вот показ там вот просто какой-то публики, там, объектов основных. Вот. Так, естественно, не отказываюсь, если где-то на Астрофесте или где-то на каком-то другом выезде, там, ну, в Самарской области тоже проводятся иногда выезды вот, коллективные на наблюдение. Если удается в какой-то крупный телескоп посмотреть, конечно, это всегда интересно. А фотография, да, стараюсь как бы поддерживать форму, фотографирую. Вот. Но меня, в общем, не очень привлекает съемка с помощью удаленных, значит, сетапов. Просто, любите все покрутить? Да, как-то больше интересно присутствовать при этом и как-то это, участвовать в процессе. Вот. А при съемке выездами, в общем, ну, не получается, конечно, столько времени набрать такой, ну, достаточно суммарную экспозицию, чтобы получались какие-то результаты на уровне лучших, так сказать, аналогов. Вот, поэтому, ну, так обычно не публикую. Но хотя, в принципе, это накопилось уже какое-то количество материала, можно будет, наверное, это дело как-то обработать и куда-то выложить. Но, в общем, конечно, в основном так для поддержания формы. И меня интересуют, конечно, в общем, всякие такие технические аспекты. Ну, занимался какими разработками и фокусировочных устройств. Вот. Занимался разработкой, и сейчас эта тема еще не закончена, быстрого гидирования. То есть мы можем стать свидетелями еще некоторых изобретений? Ну, это не совсем как бы изобретение, это скорее разработки технические. Ну, которые облегчают жизнь астрофотографа. То есть это некие устройства все-таки, это не принципы, как вот получилось с маской, а это устройство, ну, да, занимаюсь. Оборудование? Какое у вас сейчас оборудование? Ну, у меня сейчас оборудование достаточно старое, я вот, видимо, в ближайшее время как-то буду его обновлять. Оно, в общем, полусамодельное на самом деле. То есть оно собрано, естественно, из готовых частей, то есть ты не знаешь, что там все компоненты самодельные, и большинство даже это собрано там из каких-то полуфабрикатов, скажем так.
Но в частности, вот телескоп, один из полуфабрикатов, это телескоп TAL-3, который был разработан когда-то, еще там в конце 90-х годов на Новосибирском заводе. Это Максутов Косыгрян, довольно светосильный для Максутов Косыгрянов, 1/8, 200 миллиметровый. Я его когда-то купил там в начале, когда его уже по сути выкинули эту разработку, от нее отказались, и просто эти вот оставшиеся макеты законченными изделиями это нельзя было назвать, они их вот распродали там, вот. И в общем-то я вот один из экземпляров тогда приобрел и он довел его, так сказать, до уровня пригодного для использования. Вот. Ну и монтировка тоже там их же. Вот. Но там уже переделано почти все. То есть, как в телескопе, ну кроме оптики, естественно. Ну, у вас в этом и интерес. Да, Многое доделать и переделать. Вот, сетап изначально он создавался, поскольку это тоже со времен пленочных, как бы, ну, преемственность была. Он изначально создавался под независимо от компьютера управления. То есть он, в принципе, на микроконтроллерах сделан. Там разные функции решаются устройством на микроконтроллерах. Те функции, которые в современных сетапах решаются компьютером. То есть гидирование, фокусировка, термокомпенсация при фокусировке, там, значит, что там еще, там, ну там дизелинг, там, значит, ну, весь комплекс, так сказать, задач. Вот, то есть у меня сейчас вот этот сетап, он, конечно, морально устаревший сейчас уже, но он законченный вещь как бы в себе. Вот, честно говоря, жалко его ломать, чтобы, так сказать, перейти на компьютерный уровень. Вот. Но, видимо, придется все-таки. Павел, большое спасибо за интересный рассказ. Было очень приятно с вами пообщаться и познакомиться лично. Да, спасибо вам. Партнер проекта – магазин «Планетарий». Адрес сайта planetarium.ru. Для подписчиков Astra Channel скидка по коду 2018.